Всем привет, мои хорошие! Сегодня у нас с вами на обзоре вот такая красота, вера и нежность. Нежность еще называют, у некоторых продавцов я встречала, подписывают белая нежность. В общем, нежность и вера. Два башкирских сорта. Как по мне, они схожи. Итак, начнем. Давайте посмотрим. Вот. Видите, как они похожи? Они очень похожи, только вера более такого молочно-серого цвета, а нежность она прям серенького, прям серого-серого оттеночка. Вот видите? Хотя вот тут беленькая, это серенькая. В общем, их можно перепутать по внешнему виду. Они по структуре похожи и по внешнему виду похожи. Давайте разбираться, похожи ли они по вкусу. Начнем мы с веры. Здесь у меня перебивать мы будем вкус вот таким большим кусочком севрюкова. Итак, давайте начнем. Веру я обожаю. Вкус сразу мокрого подвала. Что мне нравится в сорте Вера, она практически не залипает. У нее структура слегка мучнистая, она как бы очень плотненькая, но в то же время слегка мучнистая, и она образует такую нежную кашицу, которая практически не залипает. Есть совсем легкий скрип, даже не скрип, а после полного, когда вы его прожуете, на зубах остается такой, как мелкий-мелкий-мелкий песочек. Я называю это шиммерный скрип. Он абсолютно не мешает, абсолютно не ощущается. В самом конце очень легкий и не противный. Класс. Кстати, у этого сорта залипание хорошо снимается водой, обычной водой. Встречаются иногда травинки, вот видите, травка внутри кусочка. Сорт интересен тем, что некоторые кусочки, вот такие вот, допустим, они мягче, а есть очень плотные. Вот этот кусок очень плотный, этот тоже очень плотный. Они хрустят получше. Угу. Поначалу суховато.
Так, сейчас чуть-чуть еще покусаем. Тоже мягкий кусочек. А этот плотненький, ее по структуре сразу видно. Видите? Я люблю более плотные кусочки. Когда много откусишь, она, конечно, подзалипает. Но сейчас откусим от такого большого куска. Угу. Тоже мягкий. Итак, что по поводу Веры. Сорт классный. Давайте начнем со структуры. Все зависит от пласта и от кусочка. Вера, сколько я брала Веру, приходила она мне разная. Бывает, попадется очень плотная, вот как вот эти вот кусочки светленькие. А бывает мягкая, рыхловатая слегка. Хоть это и башкирский сорт, но нет в нем такой сливочной, как в Руслане, в Арахисе, в Бархате. Она слегка суховата, полужирная, я бы сказала. При укусе очень сухая, сначала сушит рот, а затем образует шелковую кашицу, не комок, а именно шелковую кашицу, полужирную. У этого сорта структура слегка мучнистая, но не противная, а приятная. Вот она сначала сухая, вы потом ее жуете, и при намокании, при полном, она образует такую шелковистую полужирную кашицу, которая слегка залипает, но если много откусить, она будет хорошо залипать. Вкус. Вкус у этого сорта просто шикарный. Здесь вам и мокрая побелочка, и слегка меловой, прям вот легкая нота меловая. При укусе сначала пыльный. Вкус такой слегка влажной пыли. Вот когда вы пыль протираете дома, вот запах такой стоит, вот. У нее есть такой вкус. Вкус свежести, присущий этому сорту. Вот у нее вкус свежести, вкус мокрой побелки, вкус меловой, причем мокрого мела. Вкус мокрой земли. И в некоторых кусках отчетливо чувствуется вкус мокрого подвала. Вот, по-моему, вот этот кусок. Сейчас я его откушу. Угу. Вкус сырости мокрого подвала. То есть все зависит от кусочка. Классный сорт, Веру я люблю. А такая Вера, которая сейчас у Натали, это прям вот, это лучший вариант этого сорта. Ну и сейчас мы с вами перебьем вкус вот таким кусочком севрюкова.
Обожаю севрюкова. Так, давайте продолжим. Теперь у нас на подходе нежность. Или белая нежность, кто как называет. Тоже башкирский сорт. Тоже находится в моих любимчиках. Давайте также я погрызу, а потом опишу. По структуре один в один, как Вера. Тоже мучнистые слегка. Они очень похожи. Угу. Скрипит, зараза. Но не противно. Но в этом кусочке скрип ощущается намного сильнее, чем в Вере. Так же, как и в Вере, встречаются травинки внутри кусочков. Вот. Но нежность будет по суше. Чуть-чуть по суше. Вера. Угу. Вот этот кусок только сильно скрипит, все остальные нет. Итак, что касается нежности. Для тех, кто не сильно чувствует вкусы, как в глинах, так и в меле, будет сложно, очень сложно их отличить. Они очень похожи. Так, по поводу нежности. Она суше, чем Вера. Структура одинаковая абсолютно. Такая же мучнистая, сначала сухая, затем растворяется в шелковистую кашицу. Но Вера растворяется быстрее, чем нежность. Нежность, она подольше сухая. Вкусы очень похожи. Очень. В Вере больше чувствуется вкус свежести. Здесь прибитая пыль, мокрая земля, мокрая звездка, слегка подвальный привкус, пыльный, есть меловые нотки. В общем,
Кто любит Веру, но не может найти Веру, покупайте нежность. И также, кто любит нежность и не может найти нежность, покупайте Веру. Их очень легко спутать, и они очень сильно похожи. Разница незначительная только во вкусе, даже в привкусе, в послевкусии, я бы так сказала. У Веры побольше присутствует вкуса сырости и вкуса свежести. Вот. А так, все то же самое. Всем огромное спасибо за внимание. Всех люблю, целую, обнимаю. Всем пока-пока.